И вновь новинка от Xiaomi. Я знаю, что у вас в голове всего один вопрос. Как же они успевают делать и выпускать столько девайсов? И неужели они все суперкачественные? Да, для этого вы и смотрите мои обзоры, в которых я рассказываю обо всем на базе своего опыта. Стараюсь без лишней воды и, опять же, наушников у меня было больше 400, поэтому мне есть с чем сравнивать. В ролике вы увидите сравнение с другими ушами. Притом, по большому счету и без слов поймете, что здесь хорошо, что здесь плохо. И сегодня ко мне в руки попали очень неоднозначные наушники от Xiaomi, и сразу спойлер, они у меня очень большие. Если быть точнее, это самые большие вкладыши, которые я видел, не считая супер копии AirPods, которые были, наверное, в году 2018. Там было еще больше мракобесия. А на борту у них имеется с другой стороны кодек aptX, что круто, сенсоры приближения, очень быстрая зарядка наушников, сенсорное управление тапами, среди которых есть регулировка громкости, и плюс неплохая автономность. Наши сородичи запилили здесь программу на русском языке, и в принципе там почти все хорошо. Также мы имеем компактный бокс и CVC шумоподавление. А как все это работает и о качестве звучания, смотрите в ролике. Сейчас расскажу. 993 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Минимум уже 7 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Redmi Buds 3. Разумеется, суббренд Xiaomi. Полетели. Распаковка. Коробка пришла без дефектов. Самая простенькая, белый тонкий картон с оформлением с переливающимися вставками. В комплект входят наушники типа вкладыши, зарядный кейс, кабель для зарядки USB Type-C, руководство пользователей и гарантийный талон на китайском языке. Разумеется, это не глобалка. Но глобалка меньше все равно по размеру не будет. Запах клея присутствовал, но не сильный и быстро выветрился, что очень даже хорошо. Летим дальше. У меня на руках наушники в белом цвете и в принципе единственным, который имеется на данный момент в продаже. Зарядный кейс изготовлен из глянцевого пластика, качество средненькое такое, не самый дешман. Форма простая, как любят шутить мои старые сослуживцы, словечки-то из зеленых человечков, квадрат с закругленными углами. Габариты компактные, 49 мм, 49 и на 24 мм, а весит кейс без наушников всего 32 грамма. В кармане абсолютно не мешается и из-за маленького веса не доставляет дискомфорта. Тактильно приятный, очень скользкий, быстро пачкается, на белом цвете все достаточно хорошо заметно, исключая отпечатки. Пластик царапается быстро, так что стоит либо приобрести защитный чехол, чтобы сохранить презентабельный вид, либо носить в отдельном пустом кармане и быть предельно аккуратным. На корпусе расположен аккуратный разъем для зарядки USB Type-C, многофункциональная кнопка и светодиодный индикатор. Люфт у крышки очень приличный, но только в закрытом положении. Открыть одной рукой достаточно просто, но наушники достать одной рукой также просто не получится, так как пальцы соскальзывают даже при обычном извлечении. Крышка в открытом положении не фиксируется, что плохо. Внутри все по стандарту, два вертикальных места под наушники, в каждом из которых по два контакта для зарядки, плюс на крышке немного информации о зарядном боксе. Больше ничего нет, и маркировки в том числе не поставили. Наушники в боксе незначительно, но гуляют. Если хорошо встряхнуть кейс с открытой крышкой, наушники вылетают предельно быстро. Если кейс просто перевернуть, остаются на своих местах. Хлопок при закрытии крышки звонкий и приободряющий, а иногда может раздражать. Емкость аккумуляторного бокса 310 мАч, полный цикл зарядки кейса занимает 2 часа 5 минут, что, конечно же, далеко не мало. Быстрая зарядка наушников есть, за 10 минут набегает 55%, и это хватит на 3 часа 30 минут воспроизведения на 50% громкости по кодеку aptX. Беспроводной зарядки, к сожалению, не завезли. Наушники от бокса можно перезарядить 3 полных раза и 4-й неполный. Саморазряд на борту, но совершенно незначительный, даже нечего озвучивать. Переходим к наушникам. Изготовлены они из того же глянцевого белого пластика. Корпус очень скользкий, приятный и маркий. Из-за цвета все отпечатки хорошо шифруются, в принципе, не особо они заметны. Сборка качественная, дизайн из-за грани на ножке напоминает Xiaomi Xiaodou Smart Buds, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. 2 дня назад его выкладывал. Ножка там, правда, совсем уж прямоугольная, но все же они похожи, правда, не габаритом. А вот габариты наушников лично меня удивили, так как это самые большие вкладыши, которые я держал в руках. Размер одного наушника 40 мм на 16 на 18 мм, а вес одного наушника составляет лояльных 4,5 грамма. Посадка в ухе, несмотря на такие объемы, комфортная, но приходится их частенько поправлять, особенно если находишься в движении или занимаешься спортом. На удивление, при длительной носке уши не устают и вес не особо ощущается. Но тут все индивидуально. Наушники очень громоздко смотрятся в ушах, и в целом их трудно не заметить со стороны. На корпусе каждого наушника расположены по 2 контакта для зарядки. Они слегка углублены, но это не отменяет того, что их придется чистить. Далее микрофоны, сенсорная панель управления тапами, обозначенная углублением на корпусе ножки, сенсоры приближения и маркировка Left и Right. На звуководе достаточно плотная и твердая сетка. Это плюс и необычно для такого типа
типа наушников. Тапы настраиваются в приложении на выбор следующий функционал: пауза воспроизведения, управление вызовами, переключение треков, регулировка громкости и вызов голосового помощника. Тапы срабатывают с задержкой, и лично мне нужно было время привыкнуть, так как для защиты от ложных срабатываний нет быстрого одиночного тапа, и нужно немного удерживать палец на наушнике. Не зря они это, правда, придумали. Оснащены уши чипсетом Qualcomm QCC3040 и имеют 12-мм динамический драйвер. Шумоподавление в них у микрофонов, опять же, CVC от Qualcomm стандартное. Активного шумоподавления для звучания, разумеется, не завезли, как и режим прозрачности. Зачем он во вкладышах, правда? Хотя я встречал и такое. Заряд наушников в шторке устройства виден, автоматически подключаются после открытия кейса, мультипоинта нет, по одному работают и переподключаются бесшовно, только если отключить сенсоры приближения. Сами сенсоры приближения работают, но некорректно. Иногда могут приостанавливать музыку и сразу же ее воспроизвести. А бывает, останавливают с небольшой задержкой. В общем, глючат пока. Анимация у меня не работает на OnePlus 9 Pro, iPhone 13 и на Xiaomi Pad 5. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч. Отыграли они 6 часов 24 минуты на 50% громкости по кодеку aptX. С 0 до 100% заряжаются за 30 минут. Защита от пыли и брызг IP54. Я искупал их в фонтане, и в итоге сенсоры приближения стали лучше срабатывать, что удивительно, и при этом во время воспроизведения начал люто хрипеть бас, и правый наушник стал глухо работать. В целом не топим, ни в коем случае. В принципе, с IP54 нельзя этого делать, а после моего теста однозначно не стоит даже экспериментировать. Через некоторое время с басом дела все наладились, а вот правый наушник по-прежнему не такой громкий, как левый. Может, высохнет, станет все лучше, но пока так. Далее, для полноценного и удобного использования есть приложение Xiaomi iLife, которое на данный момент нельзя скачать из Play Market и App Store, только из браузера. Приложение идет полностью на китайском языке, есть аналог на русском, можно скачать на FOPDA без проблем. Функций, в принципе, в нем немного, а именно видна информация о состоянии заряда наушников и кейса, ниже идет настройка тапов, настройка отображения панели управления в шторке устройства, далее тест на износ, автоматический ответ на вызовы и вкладка с новыми функциями после обновления. Умная настраиваемая сцена со временем, предупреждение об утере наушника и поиск наушников. Все штатно. После покупки мне прилетели обновления, что не может не радовать. Также появилось новое приложение, разработанное в России, естественно, в нем есть русский язык. Оно доступно в Play Market, и при этом туда добавлены только нужные рабочие функции. Во всяком случае, на данный момент называется оно Mi Buds M8. Спасибо тем, кто его сделал. В нем более удобный интерфейс, чем в китайском приложении, но тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. В приложении нам доступна информация о заряде наушников и кейса, информация об обновлении текущей прошивки, настройки через вкладку Bluetooth, настройка тапов, активации и выключения сенсоров приближения, автоматического ответа, виджетов панели управления и предупреждения об утере наушников. В целом набор функций точно такой же минимальный, но тут вопросы однозначно к производителю. Bluetooth версии 5.2 последненький, из кодеков только aptX и SBC, странно, AAC не заявлено. Через две стены не отваливались и фризов не было. Задержки на YouTube мизерные, никакого дискомфорта при просмотре видео не появилось. В играх задержка чуть более заметна, но не скажу, что супер неудобно играть. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны подхрипывают, звук не совсем приятный, окружающие шумы, конечно, глушат, но звук проезжающих мимо машин прямо очень хорошо слышно. Примеры вы сейчас услышите. И тест микрофонов данных наушников Redmi Buds 3 вы видите и слышите сейчас только по той причине, что это корпорация Xiaomi. Если бы это был какой-то Baseus, Ugreen или еще что-то подобное, я клянусь вам, обзора на канале бы не было. Вы уже видели и в начале, и скорее всего увидите, до какой степени они огромные. То есть размер здесь имеет значение. Они сделали самые большие вкладыши на рынке. Единственный вариант, каким образом вы можете увидеть такие же вкладыши, это купить какой-то китайский дешман за рублей 180 на Али. Черт с ним. Есть сенсоры приближения. Сейчас вы слышите, как, когда дождь моросит, проезжают мимо машины, неплохо или плохо работают микрофоны. Но это все меркнет по сравнению с тем,
как это дело выглядит в ушах в реальности и до какой степени это неудобно в маленьких, в средних, в больших ушах. Когда мы говорим, что Apple когда-то, когда делали давным-давно, почти 4 года назад первые AirPods, чертову тучу людей протестировали по размерам, мы все время забываем, но это и есть идеальный размер, его покупают миллионы. Зачем увеличивать его в 2 раза? Это дичь. Xiaomi, я, может быть, в конце и буду вас рекомендовать чисто за бренд. Может быть, у вас и неплохой звук. Возможно, даже не самые печальные микрофоны. Но это дело не просто нельзя рассматривать в покупке, пока ты это дело не примеришь. Это даже вообще рассматривать, даже после того, как ты примеришь, не стоит. Потому что ты должен в этом деле походить и понять, сможешь ли ты себя ощущать вот с такими слоновьими ушами комфортно. Может быть, в наушниках конкретно тебе и будет нормально. Может быть, тебе и будет неплохой звук казаться, и автономность, и сенсоры приближения, и программа на русском. За что огромное спасибо людям, которые ее делали в Российской Федерации. В целом, продукт не то что недоработан, а сделан, чтобы сделать. Redmi хотели сделать а-ля дешевые, которые не особо-то и дешевые наушники, вкладыши. Они их сделали и думают, что мы побежим их покупать. Но я купил, я блогер. Я не знаю, кто еще купит. Ну, другие блогеры. А сколько нас? Наверное, много. Смотрим дальше. Звучание. Объем сцены чуть выше среднего, на 100% громкости все частоты в куче, разумеется, каша. Радует, что запас громкости достаточный, выше 60-80% громкости вряд ли человек с хорошим слухом станет выкручивать. Басы, как и у всех вкладышей, практически плосковатые, но есть. Высокие частоты слегка приглушенные. В целом, многие производители нацеливаются на такой звук в бюджетных наушниках, так как людям больше заходит именно такое звучание. Инструментал отыгрывают не совсем хорошо, гитара, допустим, очень глухая и неестественная. Вокал искажают, но в этом нет ничего страшного, так как это делают практически все наушники стоимостью до $100. Тут вопрос только в том, насколько сильно и нравится ли вам такое искажение. В случае этих наушников все достаточно неплохо, звучат однозначно на свою цену. Опять же, помним, что это вкладыши. Из минусов нет мультипоинта, нет игрового режима, нет кодека AC, нет шумоподавления и режима прозрачности. И если последнее, в принципе, не обязательно должно быть в наушниках такого типа, хотя, на мой взгляд, это всего лишь стереотип, то отсутствие беспроводной зарядки бьет по больному. Плюс сенсоры приближения не работают на данный момент корректно, как и микрофоны. Не на том уровне, на котором бы хотелось. Ну и, конечно, размер этих ушей далеко не стандартный и не самый классный. Стоит в районе $39, ссылка в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Если бы вы смотрели обзор дня 2 назад, были промокоды, можно было бы их купить за $33. Это прям совсем неплохая цена, так что ждем распродаж, смотрим телегу. Резюмирую, Xiaomi в этот раз не сильно постарались, или можно сказать, в каком-то смысле перестарались, особенно с размерами. Габариты далеко не маленькие, но звучание в целом неплохое. Но самый главный плюс — это очень быстрая зарядка наушников, но тут же опять казус. 2 часа заряжается бокс. Как вы и сами слышали, минусов тут более чем достаточно, при этом заявленная защита от пыли и влаги не может вам гарантировать хорошую защиту от пота, и хотя их искупал в фонтане под напором воды, тем не менее на их функции это повлияло, что, конечно, не может не огорчать, при том, что я это делаю со всеми наушниками. После водных процедур сразу начали глючить. Вот только у Redmi так получилось. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить на обзор в комментариях. Сегодня будет прожарка Realme GT Neo 2 на канале для стримов. Приходим, тестируем, спрашиваем вопросы, какие есть, потом сделаю на него обзор, думаю, вам будет интересно. Девайсу неоднозначное да, я бы сказал, от меня лично нет, но если вы уверены, что по форме ушей они вам подойдут, то наушники-то ничего. И опять же, это поблажка за бренд. Вы же смотрите из-за того, что это Xiaomi. Я рассказываю, потому что это Xiaomi. И не полный это шлакоблок, но с размером они вообще какую-то дичь сотворили. Добра и удачи вам, дорогие друзья.